is our seminar on the nectar of accusing Krishna. Это наш семинар о нектаре обвинений Кришны. And we discussed some of the accusations to Krishna made from pure love yesterday. И вчера мы говорили о некоторых обвинениях, которые были выдвинуты по отношению к Кришне из чистой любви. We talked about Makanchor, the butter thief. Мы говорили о Маханчоре, о варичке масла. Catch him, tie him up, beat him. Хватайте его, свяжите его, побейте его. He's eating dirt. Он ел грязь. Today we're going to speak about some accusations made out of mad hate. И сегодня мы поговорим о обвинениях, которые были сделаны в безумии и ненависти. Remember, we always start by pointing out that most of us do not have pure love of Krishna and most of us do not have mad hate. Помните, что мы начинаем всегда с того, что вспоминаем о том, что большинство из нас не обладают чистой любовью к Кришне и также не обладают безумной ненавистью по отношению к нему. Nevertheless, we accuse Krishna of things. Тем не менее, мы обвиняем Кришну. We look at other devotees, what they have and what we don't have. Мы смотрим на других преданных, на то, что у них есть, на то, чего нет у нас. And we accuse Krishna, why haven't you given me this? И мы обвиняем Кришну, почему ты мне этого не дал. We think that we have given Krishna so much service. Мы думаем, что мы столько служения Кришне оказали. We have done so much for Krishna. Мы сделали столько для Кришны. But what has Krishna done for us lately? А что, в конце концов, Кришна сделал для нас? We are frustrated with our material desires and we blame Krishna. Мы разочарованы в наших материальных желаниях, и мы виним в этом Кришну. But you see, Krishna has no material body, so how can he do any wrong? Но если мы посмотрим, у Кришны нет материального тела, поэтому как он может ошибиться? You can only blame someone who has a material body. Обвинять можно только того, у кого есть материальное тело. Friends and enemies are the creation of a material body. Друзья и враги — это творение, это продукт материального тела. Krishna doesn't need help from anyone, and he doesn't fear anyone. Кришна не нуждается ни в помощи ни от кого, он никого не боится. Krishna is what he is, Satchidananda Vigraha, the form of eternity, knowledge, and bliss. Кришна есть тот, кто он есть. Он исполненное блаженство, вечности, знания, форма. Any way you come in contact with Krishna will be better. И как бы вы ни соприкасались с Кришной, в результате вы только станете лучше. That's how good Krishna is. Но вот насколько благ Кришна. Even if Krishna kills you, you still come out better. Насколько он хорош. Даже если он вас убивает, вы все равно в результате получаете благо. How good is that? Насколько же это здорово. So, when Krishna punishes the demons, is he not being good? И когда Кришна наказывает демонов, он не является благим в этот момент. When a parent punishes the child, is the parent not being good? Если родители наказывают ребенка, разве они не хорошо поступают? You see, if we forget that everything and everyone belongs to Krishna, then we start to accuse Krishna. Если мы забываем, что все и вся принадлежит Кришне, то вот только именно тогда мы начинаем обвинять Кришну. But would you accuse some parents? Why are you trying to raise your child properly? Но станете ли вы обвинять родителей в том, что они пытаются воспитывать правильно своего ребенка? When your child is misbehaving, why are you correcting your child? Когда твой ребенок ведет себя неправильно, почему ты его поправляешь? This is not good. Это плохо. No, everyone knows the parents should want the best for their children. Все знают, что родители должны желать наилучшего своим детям. So we are all part of Krishna. И мы все части Кришны. In Bhagavad Gita, Krishna says he's the seed-giving father of all living entities. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что он отец, дающий семя всем живым существам. So knowing that, shouldn't we accept that Krishna is always doing the best for us? Зная это, разве мы не должны признать то, что Кришна всегда делает для нас все самое лучшее? So why would we think that Krishna is not doing the best for us? Почему же нам тогда думать, что Кришна не делает, он не наш лучший благожелатель, он не делает для нас самого лучшего? Answer. Ответьте.
мы не знаем, что для нас We хорошо. don't understand him. Мы не понимаем его. Yes, if we actually understood Krishna, we would not be envious. Потому что если бы мы действительно осознавали и понимали Кришну, мы бы ему не завидовали. But understanding takes an effort and some time, yes? Но чтобы понять, для этого необходимо усилие и время. You know that when you want to understand someone, you're ready to put in so much effort. Вы знаете, что когда вы хотите кого-то понять, вы готовы вложить в это много усилий. But what about understanding Krishna? Но что, как насчет понимания Кришны? Oh, I just believe in him. I don't have to Ну, я understand. просто верю в него, не нужно его понимать. I believe there's a Krishna. Я верю, что Кришна есть. Isn't that enough? Разве этого недостаточно? When you have a friend or a lover, you want to understand that person. Если у вас есть друг или возлюбленный, вы хотите его понять. Krishna is the supreme beloved, the supreme friend. И Кришна является вот этим верховным возлюбленным и верховным другом. We should be ready to spend the whole life trying to understand И Krishna. мы должны быть готовы потратить всю свою жизнь на попытки понять Кришну. How many of you have spent your whole life trying to understand some person in this world? Многие из вас всю жизнь свою вложили в то, чтобы попытаться понять какого-то человека в этом мире. Do you know anyone who you are willing to spend your whole life trying to understand? Знаете ли вы кого-то, Do you know anyone that you're willing to spend your whole life trying to understand? знаете ли вы кого-то, ради которого вы готовы потратить целую жизнь, чтобы понять его? And what happens after 2-3 years of trying to understand someone? И что происходит после того, как вы пытаетесь 2 или 3 года понять кого-то? Bye-bye. До свидания. Too much. Слишком уж для For 3 меня это. years I've been trying to understand you. 3 года я тебя уже пытался понять. Right? But for Krishna, we can spend this whole life trying to understand him. Но что касается Кришны, то мы можем всю свою жизнь потратить на попытки его понять. And we never reach the end. И конца и края этому не будет. But if we can at least understand Krishna properly, although we never reach the end of understanding him, we go back to Godhead. Но, по крайней мере, хотя мы не сможем никогда до конца его постичь, по крайней мере, если мы попытаемся его правильно понять, в конце мы вернемся к Богу. So this festival is a glorious opportunity to dedicate ourselves to understanding Krishna. И этот фестиваль является замечательной возможностью для того, чтобы мы могли понять, постичь, посвятить себя постижению Кришны. We don't simply want to believe in God. Мы не просто хотим уверовать в Бога. We want to understand Krishna and serve him. Мы хотим понять Кришну и служить Ему. We want to pledge ourselves, dedicate ourselves to lifetime after lifetime of understanding Krishna. Мы хотим отдать себя, посвятить себя тому, чтобы из жизни в жизнь постигать Кришну. That is how attractive Krishna is. Вот насколько привлекателен Кришна. Whom do you know who is so attractive that you're willing to say, I will spend life after life trying to understand you? Кого такого привлекательного вы знаете, кого, ради которого вы могли бы несколько жизней потратить, чтобы постичь его? Do you know anyone who's that attractive? Разве вы знаете кого-то такого привлекательного? Everyone in this material world that you know, you'll give up after a few years of trying to understand. Кого бы вы не знали в этом материальном мире, через 2 года вы оставите свои попытки его понять. Whether it's your own child or your wife or husband, Будь он вашим ребенком, или вашей женой, или вашим мужем, you're always willing to draw the line. вы всегда будете желать провести черту. That's it. I can't take it anymore. Ну все, хватит с меня, я больше не могу. I can't understand you. Я тебя не могу понять. Right? Правильно? But Krishna is unlimitedly attractive. Therefore, unlimitedly we want to understand him. Но Кришна бесконечно привлекателен, поэтому мы бесконечно желаем понять его. Anyone who comes in contact with Krishna in any way always comes out better. Каждый, кто как бы ни соприкасался с Кришной, в какой бы форме, он всегда в результате становится лучше. Even the demons who hate him the most. Даже демоны, которые с ненавистью относятся к нему. You
know the history of Shishupal? Вы знаете историю Шишупалы? He and Dantavakra would blaspheme Krishna when they were little babies, even before they could talk properly. А он вместе с Дантавакрой хулили Кришну, когда еще были младенцами, они еще не научились толком говорить. They couldn't even speak proper words, but they were blaspheming Krishna as little babies. Они еще не научились выговаривать слова, но они уже тогда, будучи еще младенцами, оскорбляли Кришну. Their hate of Krishna was so intense that their thoughts were always absorbed in him. Их ненависть к Кришне была настолько интенсивной, что их мысли постоянно были поглощены им. You see, they were not against God. That's theoretical. They were against Krishna. И они не были против Бога, потому что Бог — это теоретическое понятие. Они были именно против Кришны. They were not ordinary atheists. Они не были обычными атеистами. They accepted that there is Krishna and he has a form and we hate him. Они признавали, что есть Кришна, он в определенной форме, и мы его ненавидим. So they were always absorbed in thoughts of the form of Krishna. Они были постоянно поглощены этими мыслями о форме Кришны. We hate him. We want to kill him. Мы ненавидим его, мы хотим убить его. So this is the most intense negative bhakti. И вот это вот самое интенсивное бхакти со знаком минус. It is not like the ordinary person who says, I don't believe in God, I hate God. Это нельзя сравнивать с обычным человеком, который говорит: я не знаю Бога, я его ненавижу. Because such persons don't have any understanding of the personality that they're hating. Потому что обычно у таких людей нет понимания той личности, которую они ненавидят. But Shishupal, he was always thinking of the form of Krishna. Но Шишупал всегда думал о форме Кришны. I hate him. Я ненавижу его. He was negatively Krishna conscious. То есть он негативно создавал Кришну. So even as a little baby, before he could talk properly, he would offend Krishna. Даже еще младенцем, прежде чем он научился говорить нормально, он уже оскорблял Кришну. This spirit, this demoniac spirit of hating Krishna, caused Narada Muni to say, "Oh, if I can only love Krishna with the same intensity." И вот этот демонический дух, это демоническое сознание ненависти к Кришне заставило Нараду сказать, что если бы с такой же интенсивностью, с такой же силой я смог полюбить Кришну. Now, does that mean we should all want to hate Krishna? Означает ли это, что мы все должны ненавидеть Is Кришну? that what Narada Muni is saying? Об этом ли говорит Нарада Муни? No, he's just pointing out the benefits from becoming absorbed in thinking of Krishna. Нет, он лишь указывает на вот эти блага поглощенности Кришны. Even when you hate Krishna, Даже если вы ненавидите Кришну, you're focused on him. вы сосредоточены на нем. So then, how much greater are those who think of Krishna with love? Но насколько же более велики те, кто думают о Кришне с любовью, Like Mother Yashoda, как мама Ишода, Nanda Maharaj, мама Махарадж. the gopis. The demons have this spirit of rebellion in them. А у демонов есть дух бунтарства. They don't want to follow Krishna. Они не хотят следовать Кришне. They hate the Shastra. Они ненавидят шастры. They are opposed to principles for progressive spiritual development. Они противятся самому принципу прогрессивного духовного развития. Now, let's be honest. Давайте будем честными. Let us search our heart and see if we have some of these tendencies. Давайте исследуем наше собственное сердце и посмотрим, есть ли у нас такие склонности. We don't think we're demons. Мы не думаем, что мы демоны. But we, because we're living in demoniac times, have traces of demoniac contamination. Но поскольку мы живем в демонические времена, у нас есть следы демонического осквернения. How is that? Как это? Как это так? We don't want to follow the principles for spiritual development. Мы не желаем следовать принципам духовного развития. We excuse ourselves from that.
мы ищем себе оправдания, чтобы им не следовать. I don't follow everything, but I'm still a good person. Я не следую всему, но я ведь все равно хороший человек. Oh, my friends tell me that. Все мои друзья мне об этом говорят. I mean, who follows В everything? конце концов, ну кто всему следует? No one. But I still believe in Krishna. Никто, но я же все равно следую, верю в Кришну. It's not possible to follow everything Невозможно всему следовать all the time. все время. In this way, we excuse ourselves. Так мы находим себе оправдание. And this kind of concoction comes from traces of demoniac contamination. И вот такие фантазии, такие домыслы, они рождаются из остатков демонического осквернения. So the classic demons like Shishupal and Dantavakra, they come right out with it. Такие классические демоны, Шишупалы, Дантавакра, они не стесняются выражать такие чувства. Krishna, we're not going to follow you. Кришна, мы тебе не будем следовать. But what do we say? А что мы говорим? Krishna will follow you most of the time. Кришна, мы будем за тобой следовать, большую часть времени. Most of the time. Большую часть времени. What more can you expect from А us? что ты еще от нас ожидаешь? It's not possible for anyone to control the senses all the time. Не может же каждый все время сдерживать свои чувства. It's good that we have a balanced program. Хорошо, что у нас есть такая сбалансированная программа. Some Krishna, some Maya. У нас есть Кришна и немного Майи. Don't want to be fanatics. Мы не хотим же быть фанатиками. Some materialism and some Krishna. Какой-то материализм, немного Кришны. After all, we have these material bodies. We're living in the material world. В конце концов, у нас материальные тела, мы в материальном мире живем. Anyway, Krishna understands. Так или иначе, Кришна понимает. Right? Правильно? So we think this is very innocent. Мы думаем, что это вполне невинно. But we should be very spiritually scientific Но мы должны иметь духовный научный подход and recognize this is contamination. и признать, что это осквернение. The spirit of rebellion. Это дух бунтарства. In Sanskrit it's called asarika bhava. На санскрите называется асурика бхава. The bhava, the emotional state of rejecting Krishna's instructions. Бхава, то есть эмоциональное состояние, желание отвергнуть духовное наставление Кришны. So what does Krishna say in Bhagavad Gita about that? Что Кришна говорит в Бхагавад-гите об этом? He says that if you know what his instructions are and you reject them or you don't follow them, this is not innocent. This is actually demonic. Он говорит, что если вы знаете его наставления, что они собой представляют, и при этом отвергаете и не следуете им, то это признак демонического настроения. We know what we should do and what we shouldn't do. Мы знаем, что мы должны делать, чего не должны. And still we put ourselves in trouble. И все равно мы ставим себя в плохое положение. This is not innocent. В этом нет ничего невинного. And we have to face that reality. Мы должны заглянуть этой реальности в лицо. Just like in a relationship, if you make a mistake, you may say, oh, it's just an innocent mistake, I didn't mean it. Так же, как в отношениях с кем-то, если вы допускаете ошибку, вы можете сказать, да, это же ничего такого страшного, я просто допустил ошибку. But the other person takes it so seriously. Но другой человек очень серьезно это воспринимает. Why have you done this? Почему ты так поступил? Yes, has it happened to you? С вами такое было? But we always justify ourselves and make excuses. Мы все время оправдываемся, находим себе оправдание. And that prevents us, that mentality prevents us from taking shelter of Lord Chaitanya's mercy. И вот эта психология, она мешает нам воспользоваться милостью Господа Чайтани. We don't want anyone to make excuses mistreating us. Мы не хотим, чтобы кто-то, оправдываясь, с нами плохо поступал. Why do we want to do that to А Krishna? почему мы хотим так поступать с Кришной? You see, we are personalists in bhakti.
Мы персоналисты бхакти. And the rules and regulations are preparing us for a personal relationship with Krishna. И вот эти правила и ограничения, они готовят нас для того, чтобы мы вступили в личные отношения с Кришной. So it's not that the rules and regulations are just something external, but still, anyway, I believe in Krishna. Не думайте, что эти правила и ограничения нечто внешнее, чему можно не следовать и при этом верить в Кришну по-прежнему. Now, if we take the relationship seriously, then we always want to act in the best way. Нет, если мы серьезно относимся к этим отношениям, то мы всегда будем стараться наилучшим образом поступать. And we take the relationship seriously by doing what is best for enhancing the relationship. И серьезное отношение к взаимоотношениям означает, если мы поступаем наилучшим образом, делаем все от нас зависящее в том, чтобы следовать тем вещам, которые улучшают эти отношения. I'll give you a material example. Я приведу вам материальный пример. It happened in my own family. Это произошло в моей семье. Should I tell you? Рассказать? I know this will never happen in Ukraine, Я знаю, что этого никогда не происходит в Украине. and not in Russia. И в России тоже. So, I had an aunt, and she was in her 50s, but she was very sick with multiple sclerosis. You have any doctors here? Nitya, Lila, multiple sclerosis, what is it? У меня была тетя, ей было за 50 лет, и она болела рассеянным склерозом. And so she was bedridden. И она была прикована к постели. Her husband was a doctor, Ее муж был врач, wealthy doctor. богатый врач. So they were living in a big house. Они жили в большом доме. And even though she had this disease that made her just stay in bed all the time, her husband was a doctor, he could arrange the best medical care. И хотя она была прикована к постели, поскольку ее муж был врачом, он ее окружал все лучшими условиями, давал ей лучшее медицинское обслуживание. So you would say, that's very good, yes? Вы можете сказать, это замечательно, очень хорошо. She's very sick, but her husband's a doctor, he has money. Она очень больна, но у нее муж врач, и у него есть деньги. But she found out that her husband was interacting with other ladies. Она обнаружила, что у ее мужа есть отношения на стороне с другими женщинами. What do you think? Что вы думаете? What do you think? В России и Украине точно такое есть. Oh, really? I didn't know. So she became so angry. Она очень рассердилась. She wanted to divorce him. Она хотела развестись с ним. You cheater, you nonsense. Обманщик, негодяй. How can you do this to me? Как ты мог такое сделать со мной? But then my father was trying, that's his sister, he's trying to calm her down. Мой отец, поскольку это его сестра, он пытался ее успокоить. What do you think he was telling her? И что вы думаете, он ей сказал? Well, you have to understand that you are sick and you can't move. Ты же должна понять, ты больна, ты не двигаешься. And you know, a man has to be a man. Ты же знаешь, что мужчина же должен быть мужчиной. He's taking care of you. What do you Он want? же заботится о тебе. Чего тебе еще нужно? He's giving you the best medical attention. Он тебе лучшее медицинское обслуживание You have устроил. money, У него деньги big есть, house. большой дом у тебя есть. But you know, the man has to be a Ну man. знаешь, что мужчина должен быть мужчиной. And you know, he has certain anxieties that he has to У relieve. него есть определенные беспокойства, которые требуют выхода. So you shouldn't take it so seriously. Поэтому ты не должна так серьезно относиться к этому. What do the men think? Что мужчины думают? They won't answer that. Не будут отвечать. Of course, what do the ladies think? А что женщины думают? My mother and my aunts, he's a demon. Моя мама с тетей говорили, он демон просто. So the whole family was split. Вся семья разделилась на две The men were части. supporting, Мужчины поддерживали, and the women were angry. а женщины гневались. So, material life means these kind of
situations. Материальная жизнь как раз означает вот подобные ситуации. So my aunt was angry because she said, we're in a relationship. You have to take that very seriously. Моя тетушка, она гневалась, потому что она говорила, что у нас же есть отношения, мы должны очень серьезно к ним относиться. And her husband was saying, I know we're in a relationship, but what I did has nothing to do with our relationship. Ее муж говорил, что я знаю, что у нас есть отношения, но то, что я сделал, не имеет ничего общего с этими отношениями. You are my wife, that is always the truth. Ты моя жена, и это всегда так и будет. But you know, these other ladies, they were just toys. Другие женщины они просто игрушки. It has nothing to do with our love. Это не имеет ничего общего с нашей любовью. You are sick, and what can be Ты done? больна, я здоров. Что же может быть поделать? So what do you think? Что вы думаете? Who is right? Кто прав? All those who think that Все те, кто the думает, wife is right, что жена права, raise your hand. поднимите руки. All those who think Те, the кто man думает, is right, что raise your hand. мужчина прав, поднимите руки. All those who don't want to say, raise your hand. Кто воздержался, поднимите руки. So her point was that in a relationship, you don't do things that will injure the other person's feelings. Суть в том, что в отношениях не нужно делать то, что вредит чувствам других, то, что нарушает чувства других. But her husband's point was, the relationship is still there. What I did doesn't matter for the relationship. Но аргумент ее мужа был в том, что то, что я сделал, никак не относится к нашим отношениям. And that's what we tell Krishna. И это то, что мы говорим Кришне. We still believe in you. Мы же все равно верим в тебя. We still have a relationship. У нас все равно есть отношения. What I did doesn't affect that. То, что сделал, никак на этом не отражается. It was just a little Maya that I did. That's all. Просто небольшая майя, и все. I'm still chanting Hare Я Krishna. по-прежнему повторяю Харе Кришна. Of course, I know that one of the greatest offenses is to do simple activities on the strength of the holy name. Конечно, я помню, что одно из оскорблений – это совершать грехи, полагаясь на чувствительную силу святого имени. But the 10 offenses against the holy name, that's for advanced devotees. Но эти 10 оскорблений – это для продвинутых преданных. So we try to present ourselves that my relationship with Krishna is not affected by when I am in Maya. То есть мы пытаемся себя как позиционировать, что мои отношения с Кришной никак не подвержены тому, что я в майе. Just like the man was presenting to the husband was telling my aunt, that doesn't affect us. Как муж говорил моей тете, это никак на нас не отражается. You are here, you're in the big house, Ты же здесь, ты в большом доме живешь, have my у money. тебя есть мои деньги. Just I have some little toys Ну, я поиграл немного там где-то. So we treat Krishna like that also. Также мы относимся с Кришной. Кришне. So let us try to recognize in our heart this spirit of rebellion. Давайте признаем в своем сердце вот присутствие этого духа бунтарства. Let us not simply blame Shishupal. Давайте не будем только обвинять Шишупалу. Let us see that Asarika Bhava, at least the traces of that in us. Давайте посмотрим, увидим вот эти, по крайней мере, следы этой Асурика Бхавы в нас самих. And how does that come out? И как они проявляются. I've got to do what I have to do. Я должен делать то, что должен. I know it's not right, Я знаю, что это неправильно, but I have to do this. но я должен это делать. Later, maybe I will change. Позже, может быть, я изменюсь. But now I have to do some Maya. Но сейчас мне приходится немного майи, This is the world of Maya. поступать немножко в майе. Это мир майи. So sometimes I have to be in Maya. Поэтому иногда мне нужно быть в майе. That's just the way it is. Так уж мир устроен. I gave the translators one song to try and translate from English to Russian. Вот я дал преданным перевести одну песню с английского на русский. It brings out that problem we have in us. И эта песня как раз освещает проблему, которая живет в нас. It's sung by a man to his girlfriend, even who's not his wife. Эту песню спел один
человек, один мужчина своей подруге, которая не являлась его женой. So, what's important are not the particular circumstances, but this whole spirit of I gotta do what I gotta do. Но важен не сам контекст этой песни, не сами обстоятельства, но этот дух, содержащийся в этой песне. Я должен делать то, что я должен. So it's called, if loving you is wrong, I don't want to be right. А называется она «Если любить тебя неправильно, я не хочу быть правым». In other words, who cares what's right when you have to do what you feel you have to do? Иными словами, кому какое дело, правильно или неправильно, если ты должен делать то, что ты должен делать, то, что ты считаешь нужным. How can I let go this best thing that I have ever had? Как я могу упустить это самое лучшее, что я могу только когда-либо иметь? How can I sacrifice this best sense gratification? Как я могу пожертвовать лучшим чувственным наслаждением? People may say it's wrong. I don't care. Люди могут говорить, что это неправильно, но и все равно мне наплевать. Your parents may criticize. I don't care. Родители ваши могут критиковать, мне все равно. I may not be able to see you all the time. I don't care. Может быть, я не всегда смогу видеть тебя, мне все равно. We'll meet when we can. Мы будем встречаться, когда сможем. If loving you is wrong, I don't want to be right. Если любить тебя неправильно, я не хочу быть правым. How can I sacrifice this wonderful sense gratification? Как я могу пожертвовать этим удивительным наслаждением, чувственным наслаждением? This is Asarika Bhava. Это Асурика Бхава. And because we live in materialistic times, we are confronted with these kind of situations. Поскольку мы живем в материалистические времена, нам приходится сталкиваться с подобными примерами. Your whole body and mind say, surrender to us. Все ваше тело, ваш ум говорят, предайся нам. Yes, you have felt that. Вы чувствовали такое? You know, everything in your body and mind is screaming at you. Do what we say. Все в вашем теле, в вашем сознании кричит вам, делай то, что мы говорим. And in this way, you push aside progressive principles for spiritual development. Таким образом, мы отбрасываем в сторону те принципы, которые помогают нашему духовному развитию. And you say, well, I'll still believe in Krishna. Мы говорим, ну я же все равно верю в Кришну. It won't affect the relationship. Это не повлияет на отношения. Maya is not the main thing in my life. Майя не самое главное в моей жизни. The main thing is Krishna. Главное Кришна. And then a little Maya. Немного Майи. This is how we cheat Krishna. Так мы обманываем Кришну. Krishna wants all of our love. Кришна желает всей нашей любви. And we're afraid of that. А мы боимся этого. If I give Krishna all my love, then what about me? Если я отдам Кришне всю свою любовь, то как же насчет меня? In other words, I want to imitate Krishna. Иными словами, я хочу подражать Кришне. If I'm simply meant for Krishna's enjoyment, how can I imitate him? Если я только предназначен для наслаждения, только для наслаждения Кришны, то как же я могу ему подражать? So this is the trace of the Asarika Bhava. И это следы Асурика Бхавы. Of course, someone like Shishupal, he had it much more. Конечно, у таких как Шишупала этого гораздо больше. What happened at the Rajasuya Yajna? Что произошло на Раджасуяге? Yudhishthira Maharaj had arranged this most gorgeous, expensive yajna. Юдхиштхира Махарадж организовал пышную, очень дорогую ягью. And the yajna had started, Yudhishthira had arranged to honor all the priests. Ягья началась, Юдхиштхира выражал почтение всем священникам. And then came the time to select the best person to be worshipped. И затем настало время, когда нужно было избрать наилучшего, достойного поклонения на этой ягье. Agra Puja means you select the most honorable person who is in the assembly and worship that person before the yajna begins. Агра-пуджа означает, что вы избираете наиболее достойного из собравшихся, чтобы поклониться, выразить ему почтение, прежде чем ягья начнется. Just like you elect a president. Так же, как избирают президента. So, everyone was discussing who is the most worshipful person here. И все обсуждали, кто же здесь наиболее достоин. You see, in the audience were Brahma, Shiva, Среди присутствующих был Брахма и Шива, all the demigods, все полубоги, all
all the greatest sages and sadhus throughout the whole universe. Все величайшие мудрецы и саду во всей вселенной. So there was a big discussion. Who is the most respectable person here? Была оживленная дискуссия, кто же здесь наиболее достоин. Now you may say, why was there this disagreement? Вы можете спросить, почему у них было такое разногласие? Especially with Brahma and Shiva there. Особенно если там были Брахма и Шива. Don't they know that Krishna is the most worshipable person? Разве они не знают, что более всего достоин поклонения это Кришна? But Brahma and Shiva didn't say anything. Но Брахма и Шива ничего не сказали. Because they were thinking, no one asked us, so why should we speak? Почему? Потому что они думали, никто нас не спрашивает, зачем нам говорить. Anyway, Sahadev is here, one of the Pandavas. В любом случае, здесь Сахадева, один из пандавов. He is known for his sharp analytical И intelligence. он славит своим острым аналитическим разумом. He should say something. Он должен кое-что сказать. Only if he doesn't say anything will we speak. Только если он ничего не скажет, тогда слово за нами. So that's why Brahma and Shiva were silent. Вот почему Брахма и Шива молчали. They had that attitude, hey, no one asked us. У них было такое отношение. Никто нас не спрашивает, Let them argue. пусть они спорят. But we think Sahadev will say something. Но мы думаем, что Сахадева что-нибудь скажет. And Sahadev did. И Сахадева сказал. He stood up and said, Он встал и сказал, there is no doubt whom the greatest person is here. нет сомнений в том, кто здесь наиболее велик. Greater than all the demigods. Кто в своем величии превосходит всех полубогов. Krishna is the conclusion of the Vedas. Кришна – вывод всех вед. No one can compare to his opulence. Никто не может сравниться с его достоянием и достоинством. Sahadev said, actually, it's even unnecessary to present how Krishna is the greatest. It's so obvious. Сахадев сказал, что нет даже никакого смысла обсуждать, кто тут самый великий. Это совершенно очевидно. His body is the same as his self. Его тело не отлично от него самого. Every part of his body can do the functions of all the other parts. Любая часть его тела может осуществлять функции всех остальных частей. There's no difference between Krishna and his energies. Нет разницы между Кришной и его энергиями. All living entities are part of Krishna. In that way, they're not different from Krishna. Все живые существа части Кришны, и в этом смысле они не отличны от Кришны. Without a doubt, Krishna is the most worshipable person here. Вне всякого сомнения, Кришна здесь наиболее достойный. And he suddenly stopped. И затем он остановился. And everyone, almost everyone, in the audience began to cry out, Sadhu, Sadhu, excellent, excellent. И почти все собравшиеся начали восклицать «Саду, саду, превосходно, исключительно». Yudhishthira, of course, he knew who is Krishna. Конечно же, Юдхиштхира знал, кто такой Кришна. So he was very happy that almost everyone had reached this conclusion. Он был счастлив, что почти все пришли к этому выводу. So he began to do the Agra Puja, И он начал проводить агра-пуджу, seating Krishna, усадив Кришну, bathing his feet, омыв его стопы, sprinkling the water that washed Krishna's feet on his head and on the head of all his family members. затем окропив этой водой головы свою и головы всех своих родственников. While Yudhishthira was doing this, he couldn't see clearly because his eyes were full of tears. И делая это, Юдхиштхира не мог все ясно разглядеть, потому что его глаза были наполнены слезами. Now it's time, after the end of the Agra Puja, for the yajna to officially begin. И после того, как закончилась агра-пуджа, настало время официального проведения яги. Almost everyone was so happy, Почти все были счастливы, except Shishupal. кроме Шишупала. He was thinking, Он думал, I have to stop this yajna. я должен остановить эту ягью. He didn't say anything when there was a discussion about who was the greatest person present. Он ничего не сказал, когда велась эта дискуссия в выборе самого величайшего. You see, Shishupal was being very strategic Потому что Шишупала, он заранее все планировал. and arrogant. И он был очень заносчивым. I want to destroy the whole yajna. Он сказал, я хочу разрушить всю эту ягью. I want to stop it. Я хочу прекратить. Now, if I say something while they're discussing who's the greatest person, naturally they're going to listen to me. Потому что он подумал, что если я скажу, выражу свое мнение во время дискуссии относительно того, кто самый величайший, то, естественно, они будут меня слушать. Naturally, my arguments will defeat everyone because I'm Shishupal. И, естественно,
мои аргументы, я своими аргументами одержу победу над всеми, потому что я Шишупал. If while they're discussing who is the most worshipable person, and I disagree, I say it's not Krishna, I'll win. То есть, если они будут обсуждать, кто тут самый достойный, а я скажу, что это не Кришна, естественно, я одержу победу. I'm so brilliant, everyone will listen to me. Я настолько гениален, что все будут меня слушать. Which is good, И что хорошо, конечно. but Но that means they'll choose someone else than Krishna, and the yajna will still go on. это означает, что они кого-то другого вместо Кришны выберут, и яги все равно будет I продолжаться. don't want the yajna to А go я не on. хочу, чтобы яги So продолжались. while they're choosing Krishna, I won't say anything. Поэтому пока они избирают Кришну, я ничего не буду говорить. I wait until the yajna starts, and then I cause a disturbance. Я подожду, пока яги начнется, и затем я устрою тут And that way I ruin the whole yajna. веселье. И затем я просто разрушу всю ягью. Shishupal thought, you know, in the Vedas it said that if someone who's not worshipable is chosen to be worshipped, that is an offense in the yajna. И Шишупала сказал, что нигде в Ведах не говорится, что можно выбирать недостойного на это положение того, кому нужно поклоняться перед ягой. So we all know Krishna is not worthy of worship. И мы все знаем, что Кришна недостоин поклонения. So if I let them choose Krishna, Если я позволю им выбрать Кришну, and then I point out that they made a great mistake и затем я укажу, что они сделали большую ошибку after the yajna starts, после того, как яга начнется, and the yajna is ruined, когда яга будет уничтожена. now we're all thinking we would never do such a thing. Мы все думаем, мы бы никогда такого не сделали. We just want a little Maya. We're not against Krishna. Мы просто хотим немножко майя, мы не против Кришны. Just a little innocent Maya. Просто немного невинный Do майя. you no harm? Это никак не повредит. Why does Krishna want everything from us? Почему Кришна хочет всего от нас? So, Shishupal waited. И Шишупал ждал. And right when the yajna started, he stood up and started waving his hands. И когда яга началась, он встал и начал махать Wait руками. a minute, wait a Подождите-ка minute, минуточку. stop it. Остановите. I can't believe what's happening. Я не могу поверить тому, что происходит здесь. Now I understand that time is insurmountable. Сейчас я понимаю, что время неодолимо. By the influence of time, you have all listened to a foolish little boy named Sahadeva. Под влиянием времени вы все тут начали слушать этого мальчишку Сахадева. Look at the audience. Посмотрите на аудиторию. There are great sadhus, great yogis here. Великие саду, великие йоги. Extraordinary personalities. Совершенно необыкновенные души. Any one of them can benefit all conditioned souls. Каждый из них может облагодетельствовать всех обусловленных душ. There are persons here of great knowledge, great mystic power. Здесь очень знающие люди, великие мистики. You could have chosen any one of them Вы могли бы выбрать любого из них, to get the Agra Puja. чтобы провести Агра-пуджу. But you have listened to a foolish boy Но вы пошли на поводу у глупца этого мальчишки, who told you to choose Krishna. который сказал вам избрать Кришну. Who is this Krishna anyway? Кто этот Кришна вообще? What's his varna? Какая у него варна? What's his ashrama? Ашрам какой? What's his goal in life? Какова его цель жизни? No one knows. Никто не знает. He's right. На самом деле он прав. Krishna has no material classification. Krishna has no material classification. Кришна не подходит ни под какую материальную классификацию. He has no material goals. У него нет материальных целей. Shishupal went on. He's got no good qualities. И Шишупал продолжал, у него нет никаких хороших качеств. That's true. Krishna has no material И qualities. это правда, у Кришны нет материальных качеств. Of course, Shishupal didn't mean it like that. Конечно, Шишупал не это имел в виду. On and on he went, just blaspheming Krishna. И он продолжал хулить Кришну. Krishna was listening. Кришна слушал. Shishupal made sure he heard. И Шишупала позаботился о том, чтобы он He was услышал. speaking in such a loud voice. Он говорил очень громко. But Krishna just sat there patiently, И Кришна сидел терпеливо. like a lion who's not disturbed by the barking of some village dogs. Как лев, которого не беспокоит лай деревенских псов. So Shishupal went on. You could have chosen anyone here. Шишупала продолжал. Вы могли бы выбрать любого здесь. Anyone would have been better. Любой бы был лучше, чем он. But you have listened to Shishupal and chosen Krishna. Но вы прислушались к Сахадеву, который сказал вам выбрать Кришну.
I think Krishna is no better than a crow. Я думаю, что Кришна не лучше вороны. You know what? You have crows in Ukraine? Здесь в Украине есть вороны. They eat the most horrible things. Они едят самые отвратительные вещи. Very lowest class birds. Совершенно низкопробная такая You птица. know, there's Hamsa, the swan, and then the reverse is a crow. Знаете, есть лебедь, хамса, и есть его антипод, это ворона. And the worst crows you'll find in India. И самые ужасные вороны это в Индии живут. I saw it when I was in Calcutta. Я видел в Калькутте таких. One devotee had some chest cough. У одного преданного был кашель. He was on top floor of the Calcutta temple. Он жил на верхнем этаже в Калькутте, в храме So Калькутты. he coughed up some phlegm. У него комок такой выкришный, он, в общем, отхаркнул такой, And he spit it out он выплюнул это over the side of the building. через ограду, с крыши здания. And immediately one crow came. И сразу же ворона Caught it in подлетела midair. и в воздухе поймала это. That's a crow. Это ворона. This is whom Shishupal compared Krishna to? И вот с этим Шишупала сравнивал Кришну. Everyone at the Rajasuya Yajna knew this is the greatest offense. И все на Раджасуяге поняли, что это самое страшное оскорбление. Some people, they covered their ears and they walked out Некоторые даже закрыли уши и вышли. because they knew you cannot just be present for blasphemy unless you do something about it. Потому что они знали, что нельзя присутствовать при оскорблениях, если вы не можете с этим ничего сделать. So they couldn't do anything about it, so they chose to leave. Поскольку они не могли ничего сделать, они предпочли уйти. Meanwhile, the Pandavas, they were just pulling at their swords. Тем временем пандавы похватались за свои мечи, They were ready to finish off были Shishupal. готовы расправиться с Шишупалом. Shishupal wanted a fight Шишупала хотел, чтобы... because he knew if there's just one drop of blood shed at the yajna, it's ruined. Шишупала хотел, чтобы разгорелось сражение, потому что он знал, что если хотя бы одна капля крови прольется, все жертвоприношение будет испорчено. So the Pandavas and others, they had already pulled out their swords and they were coming at Shishupal. Пандавы и остальные, они уже поухватывали свои сабли и приближались к Шишупале. Shishupal didn't care. Шишупале He было pulled все out his равно. sword. Come Он on! достал свою саблю. Ну давайте. He wanted to ruin the yajna. Come Он on, хотел let's have a fight. уничтожить ягью. Давайте подеремся. One drop of blood falls, the yajna is finished. Come Капелька on, крови come on. упадет, и все ваши яги конец. Ну давайте. But Krishna was holding back the Кришна Pandavas. удерживал пандавов. So what to do now? Что же делать? The whole yajna was just in an uproar. И вся яга превратилась просто в бардак. So Krishna solved the situation. И Кришна разрешил эту ситуацию. How to kill Shishupal without stopping the yajna? Как же убить Шишупалу, не останавливая яги? Krishna did it with his Sudarshan chakra. Кришна сделал это своей Сударшан чакрой. He sent his chakra Он послал свою чакру in such a way that it cut off Shishupal's head cleanly without one drop being shed. так, что она очень чисто срезала голову Шишупалы, и даже ни капли не пролилось. World's greatest surgical operation. Это величайшая хирургическая операция в мире. Off went Shishupal's head without a drop of blood being. Голова Шишупалы слетела, и ни капли крови не упала на пол. What happened to Shishupal? Что случилось с Шишупалой? In the presence of everyone, they could see his spirit soul leave the dead body and enter the body of Krishna. Все присутствующие увидели, как его душа покинула его тело и вошла в тело Кришны. How long did Shishupal stay immersed in the body of Krishna? Долго ли Шишупала находился, слившийся с телом Кришны? Until Moshna Lila, when Krishna departed from the vision of this world. Это было до Моушена Лилы, до того момента, когда Кришна покинул этот мир. You know, after the annihilation of the Yadu dynasty, Вы знаете, после уничтожения династии Яду, when Krishna departed from this world, когда Кришна ушел из этого мира, Shishupal stayed merged within him Шишупала оставался в теле Кришны. impersonal liberation. Это безличное освобождение. Then when Krishna departed from this world, Shishupal went back to Vaikuntha as along with Dantavakra, Jai Vijay. И когда Кришна вернулся в духовный мир, Шишупала отправился на Вайкунтху вместе с Дантавакрой, как Джай Виджай. What about Dantavakra?
А что же насчет Дантавакра? Are you ready to feel his spirit of Asarika Bhava? Готовы почувствовать его дух Асурика Бхава? I know we are all innocent. Я знаю, что мы все невинные. We have never resented Krishna. Мы никогда не обижались на Кришну. We have never resented Krishna's instructions. Мы никогда не сопротивлялись наставлениям Кришны. We have never said, oh, why does it have to be like this? Мы никогда не говорили, ну почему это именно так? Why do we have to chant 16 rounds? Почему я должен повторять 16 кругов? Why do we have to always follow the regular Почему я principles? должен все время следовать этим регулирующим Oh, we принципам? have to bow down like this, Я должен кланяться вот так, do puja like that, такую пуджу делать. chant and hear what you chant, Повторяйте, слушать, что повторяйте. read the books, Читать книги, not watch не movies. смотреть телек. So many things to do and so many things not to do. Столько всяких правил и столько ограничений. I just want to be me. Я просто хочу быть собой. This is Asrika Baba. Это Асурика Бхава. I just want to be Я me. просто хочу быть собой. Why do I have to always do what others say? Почему я должен делать все время то, что мне говорят другие? Do what the guru says. Что гуру говорит. And then there's a kurator too. И затем еще куратор. This is too much. Чересчур уж. Associate with devotees. Общаться с преданными. But devotees, they just talk about Krishna. Преданные все время говорят только о What's wrong Кришне. with non-devotees? А почему плохо общаться с I want to непреданными? be broad, Я хочу быть таким разносторонним, open, everywhere, открытым для всех, friendly to all living entities. дружелюбным ко всем живым существам. Why all the time? Be a strict devotee, Prabhu. Be a strict devotee. Почему все время эта мантра? Будь строгим преданным, Прабху, будь строгим преданным. Why all the time? Почему все время об этом говорят? I want sense gratification Я хочу sometimes. иногда услаждать свои чувства. What's the problem? В чем проблема? We have these bodies. У нас есть тела, I still believe in я Krishna. все равно верю в Кришну. Why are you always asking me if I'm chanting my rounds? Почему меня все время спрашивают, повторяю свои круги или нет? None of your business anyway. Это все равно не ваше дело. When the guru comes, I say Jai Guru Dev. Когда гуру приходит, я говорю, Джай Гуру Дев. Is that enough? Разве этого недостаточно? I give him a little Ну, donation. даю небольшое пожертвование ему. Isn't that bhakti? Разве это не бхакти? What more do you want from my life? А чего вы еще хотите от моей You жизни? know, I tell you what the problem with Krishna is. Знаете, я вам скажу проблему, которая The есть whole bhakti у process. Кришны и вообще у всего метода бхакти. It's just too much. Это просто чересчур все. I want to be me, Перебор. Я хочу быть собой, be free, быть свободным, express myself. выражать себя. I believe in Krishna. Я верю в Кришну. But sometimes, you know, the bhakti practice, it makes you feel so restricted. Но иногда практика бхакти, она вас как-то ограничивает, как-то сдавливает. You can't do Вы не anything. можете ничего делать. I want to be normal. Я хочу быть нормальным человеком. I want to do what I want to do when I want to do it. Делать то, что хочу и когда хочу. And worst of all is to be a brahmachari. Хуже всего быть брахмачари. Who wants to be that? Кто этим хочет быть? So chained up, Все время в цепях, скованные, frustrated, разочарованные, trying to control your senses. пытаются контролировать чувства. Religion is not like that. Религия не такая. Religion means everything is beautiful. Религия означает, что все прекрасно. This is Asarika Bhava. Это Асурика Бхава. But because we live in Kali Yuga, we think it's normal. Но поскольку мы живем в Кали-югу, мы думаем, что это нормально. So Dantavakra and Shishupal show us in a most powerful way what is this Asarika Bhava. Дантавакра и Шишупала не показывают нам самое яркое проявление Асурика Бхавы. So let's talk about Dantavakra. Итак, мы начали говорить о Дантавакре. He had seen Krishna kill his friends Shishupal, Paundraka, and Shalva. Он увидел, как Кришна убил его друзей Шишупалу, Паундраку и Шалву. 3 friends killed by Krishna. Троих друзей Кришна убил. Dantavakra, he couldn't take it anymore.
Дандавака не мог уже больше терпеть. He began to march towards Krishna with steps that shook the whole earth. И он направился к Кришне, делая шаги, которые сотрясали всю землю. He didn't even have a weapon. У него даже оружия не было. He got off of his chariot. Он сошел с колесницы, He actually just carried a club. но у него была булава. No bow and arrow. Не было лука, стрел. He began to march toward И он Krishna. направился к Кришне. And Krishna said, all right, he wants to fight like that, I'll get off my chariot. И Кришна сказал, хорошо, если он хочет так сражаться, я сойду с колесницы. So as he approached Krishna, he began to speak. И когда он обратился к Кришне, он начал говорить с ним. Krishna, you are my cousin, I shouldn't have to kill you. Кришна, ты мой двоюродный брат, я не должен тебя убивать. See, Dandavakra was the son of Vasudev's sister. Дандавакра был сыном сестры Васудевы. So he was the first cousin of Krishna. Он был его двоюродным братом. So he's presented that, you know, we're cousins. Он сказал, мы с тобой двоюродные братья, And I shouldn't have to kill you. я не должен тебя убивать. But you killed my friend Shaul. Но ты убил моего друга Шаулу, And I am a very honorable person. а я очень честный человек, очень I always почтенный. pay my debts to my friends. Я благородный человек, я всегда отплачиваю своим друзьям и свои долги. So when I kill you, Krishna, it will satisfy my dead friend Shaul. Я отплачиваю долги своих друзей, поэтому если я убью тебя, Кришна, я отплачу долг своему другу Шаулу. Actually, the first thing he said to Krishna was, Dishja, Dishja, what great fortune, what great fortune. На самом деле, первое, что он сказал Кришне, какая великая удача, какая великая удача. In Sanskrit, Dishja, Dishja. Oh, what a great moment this is. В санскрите это дичта значит, какой волшебный момент настал, Because I get to kill you. потому что я теперь сейчас тебя убью. But actually, what was the hidden meaning? Но что, в чем заключался скрытый смысл его слов? When Dantavakra said, Dishya, Dishya, what a great moment, how fortunate. The hidden meaning was, now, finally, in the third birth of Jai and Vijay, they go back to Vaikuntha. То есть скрытый смысл этих слов, какая великая удача, состоял в том, что сейчас третье наше рождение подходит к концу, как Джая Виджая, мы уйдем на Вайкунтху наконец. It was their last birth as demons, Shishupala and Dantavakra. Потому что это было их последнее рождение, как в роли демонов. So after that, they would go back to Vaikuntha. После этого они вернутся на Вайкунтху. That's the hidden meaning of, oh, what great fortune. В этом скрытый смысл этой великой удачи. So, he continued to speak to Krishna, as if by speaking to Krishna like that, he could control Krishna. И он продолжал говорить с Кришной, как будто бы, говоря с ним так, он мог управлять Кришной. You fool, Krishna! Ты глупец, Кришна. I have to treat you like a disease. Я должен отнестись к тебе как к болезни. You're just disguised as a family member, Ты просто притворяешься нашим родственником. but actually you're like a boil on the body. На самом деле ты как волдырь на теле. So I have to cut you out. Я должен тебя вырезать. Now, what will we say? Что же мы скажем? We would never say things like Мы that. бы такое никогда не сказали. We are innocent. Мы невинные. We believe in Мы Krishna. верим в Кришну. We just want some flexibility. Мы просто хотим какой-то, гибкости. We don't want things to be so strict. Мы не хотим, чтобы все было так уж строгим таким. A little flexibility in the regulative principles. Немного компромиссов в регулирующих принципах. No? We want some understanding why we don't chant our rounds every day. Мы хотим, чтобы нас как-то понимали, почему мы не повторяем каждый день всех наших кругов. Some flexibility in bhakti. Должна же быть какая-то гибкость в бхакти. And we'll go on believing in Мы Krishna. будем продолжать верить в Кришну. We're not like Shishupala Dantavakra. Мы не как Шишупала и Дантавакра.
But let us be honest and look in our heart and see traces of that spirit of rebellion. Но давайте будем честными, посмотрим в свое сердце и увидим там следы этого бунтарского духа. Sometimes, isn't it so? Иногда разве не так? I had enough. I just have to do something for me. Да довольно с меня, я должен что-то для себя сделать. I need some Maya. Мне нужна какая-то майя. Not every day. Не каждый день. I have to express myself. Я должен как-то выражать свои чувства, себя. And then I'll go back to following strictly. И затем я вернусь уже к строгому следованию. I need a holiday from Bhakti. Мне нужен выходной от бхакти. Bhakti is work. Бхакти — это работа. So you need a holiday from work. Соответственно, нужно выходной на работе. Similarly, you need a holiday from Bhakti. Так же, как на работе есть выходной, так же и в бхакти должен быть выходной. Pravda? So my point is that even though we don't have this intense spirit of rebellion that Shishupal and Prabhakra had, nevertheless we have traces. Суть в том, что несмотря на то, что у нас нет такого яркого бунтарства против Кришны, как у Нандавака и Шишупала, тем не менее у нас есть следы этого настроения. We know what the regular principles are, we know what the bhakti practices are, but sometimes we just want to do things our way. Мы знаем, что такое регулирующие принципы, что представляет собой практика бхакти, но иногда мы хотим делать что-то по-своему. But this is not innocent. Но в этом нет невинности. We're knowingly turning our back on Krishna. Мы сознательно поворачиваемся спиной к Кришне. It's disturbing the relationship. Это беспокоит отношения. So let us be careful about these traces of asarika bhava. Поэтому давайте будем проявлять осторожность по отношению к этим следам или проявлениям асурика бхавы. We want the intensity of pure love for Krishna. Мы хотим интенсивной чистой любви к Кришне. We don't care how long it takes. И нам нет дела до того, как долго сколько времени это потребует. So we'll continue our discussion about the nectar of accusing Krishna. Мы продолжим наше обсуждение нектара обвинений Кришны. We have the Shaiman Takajul, in which Krishna was accused of stealing. Есть случай с камнем Шимантака, когда Кришну обвиняли в воровстве. Or we could discuss Krishna accusing himself to Rukmini. Мы также можем обсудить, как Кришна обвинял себя в присутствии Рукмини. The gopis accused Krishna. Гопи обвиняли Кришну. And of course, Srimati Radharani accused Krishna. И, конечно же, Шримати Радхарани обвиняла Кришну. Thank you very much. Hare Krishna. I have some questions. Why pious Pandavas saw only Krishna's back and Kauravas saw his face in the battle of Kurukshetra? Почему праведные пандавы видели лишь спину Кришны, а Кауравы видели его лицо на поле битвы Курукшетры? The Pandavas were serving Krishna. That's the most important thing. Пандавы служили Кришне, это самое главное. When you're serving Krishna, doing what he says, you are with Krishna fully. Когда вы служите Кришне, делая то, что Он просит от вас, то вы видите, You are with Krishna fully. вы вместе с Кришной полностью. The Pandavas simply serve Krishna for his pleasure, Пандавы служат Кришне лишь ради его наслаждения. whether from the front or the back or the side. Сзади они видят его, спереди или сбоку. What does Krishna want? They say that you have to serve Guru like Krishna or your husband like Krishna. If we would serve them, giving all our love, what would be left to Krishna? For Krishna? Что же Кришна хочет? Они говорят, что говорится, что вы должны служить гуру как Кришне или своему мужу как Кришне. Если мы будем им служить, отдавая всю нашу любовь, то что останется Кришне?
want that we give all our feelings and love just to him or his servants also? The Guru represents Krishna, Гуру представляет Кришну. and he teaches you how to see everyone else as part of Krishna. И он учит вас видеть всех остальных как частей Кришны. If the husband is representing Krishna effectively, then Если муж представляет Кришну должным образом, то тогда это нормально. if the wife is representing Krishna effectively, then Если жена представляет Кришну как следует, то тоже. anyone who is effectively representing Krishna, we appreciate it. Каждый, кто эффективно представляет Кришну должным образом, каждого такого мы ценим. In Bhagavad Gita, Krishna says, yes, tadvidi pranipatena, you should accept the Guru. В Бхагавад-гите Кришна говорит, да, тадвидхи пранипатана, вы должны принять гуру. And in the next verse, Krishna explains what is the result of accepting a genuine Guru. В следующем стихе Кришна говорит о плодах, о результате принятия истинного гуру. Yajgatana punamoham, Krishna says you won't be in illusion anymore, you'll see all living beings in me and they're mine. Кришна говорит, что вы больше не будете пребывать в иллюзии, вы увидите, что все живые существа пребывают во мне, а я в них. That's the result of accepting a genuine Guru. Это результат того, что вы принимаете истинного гуру. So there's no need to have this fear that if I try to serve the Guru, if I try to serve a good husband, that I won't be able to relate to anyone else. Поэтому не нужно бояться, нет оснований для такого страха, что если я буду служить своему мужу или своему гуру, то у меня не останется ничего в жизни. And the Bhagavatam is full of examples of so many Krishna-conscious ladies. И в Бхагаватам множество примеров женщин в совершенном сознании Кришны. Kunti Devi, Кунти Деви, Draupadi, Драупади, even the wife of Ravana. даже жена Раваны. She's one of the top most chaste ladies. Она является одной из самых совершенных, целомудренных женщин. How did Krishna leave this world in the beginning of Kali Yuga? And can we say that he left? Can we say that he left it? Как Кришна покинул этот мир в начале Кали-юги? И можем ли мы сказать, что он его покинул? When the sun goes down, does that mean the sun is finished? Когда солнце садится, означает ли это, что солнце перестало существовать? No, simply the sun is out of your sight. Оно просто скрылось у вас из виду. So Krishna left this world. That means he left the vision of ordinary people. Кришна покинул этот мир, это означает, что он скрылся с глаз обычных людей. How should we think and act in order to turn Асурика Бхаву into Krishna Prema? Как нужно думать и действовать, чтобы превратить Асурика Бхаву в Кришна Прему? Хороший вопрос. Put our heart into performing devotional service. Мы должны вложить наше сердце в совершение преданного служения. I've got to do it. Я должен это делать. Got to serve Я Krishna. должен служить Кришне. Got to have it. Я должен обрести это. Where's the kirtan? Где киртан? Where's the devotional service? Где преданное служение? Got to do it. Я должен это сделать. Be greedy. Будьте You жадными. know how to be greedy? Знаете, как быть жадным? Got to have it. Я должен это получить. More, more, Больше, больше. more. Who here doesn't know how to be greedy? Кто здесь не знает, как быть жадным? You can be greedy and lusty in bhakti. Вы можете быть жадными и похотливыми в бхакти. Got to please Krishna's senses. Я должен удовлетворить Кришну. Чувство Кришны. I can't wait to please Я Krishna's просто жду, не senses. дождусь этого момента, когда я это смогу сделать. That possesses your whole life. И это This bhava absorbs your whole life. это бхава поглощает всю нашу жизнь. You have to come alive in bhakti. Вы должны ожить в бхакти, Put our hearts into it. вложить свои сердца в это. Got to do it. Я должен это делать. That is real religion.
Это настоящая религия. Not the, I believe in Krishna. Я верю в Кришну. Krishna Bhagavan Ki Jai. All glories to Gurudev. Вся слава Гурудеву. Boring. Это скучно. You know how to be greedy. Вы должны быть жадными. So you put all that into bhakti. Вложить все это в бхакти. Then your life becomes successful. Тогда ваша жизнь будет успешной. Where is the service to devotees? Где служение преданным? Where's the kirtan? Show me, show Где me. киртан? Покажите мне. That's how to be happy in bhakti. Вот что значит быть счастливыми в бхакти. What happens when there's good prasad? А что происходит, когда хороший прасад? You don't have any doubts then. Тогда сомнений точно нет. All of devotional activities are Krishna prasad. Вся деятельность преданного служения – это Кришна прасад. Speaking of prasad, now it's my lunchtime. Раз начали говорить о прасаде, значит время к обеду. You may be hungry. Вы тоже, наверное, проголодались. One last question. Последний вопрос. Please explain how to hear verses from Srimad Bhagavatam correctly in which demons assault Krishna, because we should not listen to offenses. Пожалуйста, подскажите, как правильно слушать стихи Шримад Бхагаватам, в которых демоны оскорбляют Кришну, ведь не следует слушать оскорбления. Every word of Srimad Bhagavatam, Sanatana Goswami says, is saturated with Krishna prema. Санатана Госвами говорит, что каждое слово в Шримад Бхагаватам насыщено Кришна премой. So even when the demons are accusing Krishna, you still make perfect spiritual advancement by hearing Srimad Bhagavatam. Поэтому даже когда демоны обвиняют Кришну, слушая об этом, You still make perfect spiritual advancement. мы совершенно прогрессируем, продвигаемся в духовной жизни. We've been talking about Shishupal and Dantavakra, Мы говорили о Шишупале и Дантавакре, and we become purified, и мы очистились. and our love for Krishna develops more. И наша любовь к Кришне развивается еще сильнее. Every word of Bhagavatam is beyond material nature. Каждое слово Бхагаватама запредельно материальному миру. That's why Lord Chaitanya said, before you are liberated, hear Bhagavatam, and after you are liberated, go on hearing Srimad Bhagavatam. Вот почему Господь Чайтанья сказал, что слушайте Шримад Бхагаватам, прежде чем вы достигнете освобождения, и даже после того, как вы достигнете освобождения, продолжайте слушать Шримад Бхагаватам. Thank you very much. Hare Krishna.